Друзья, всем привет! Сегодня мы расскажем о самых необычных современных зданиях, конструкция которых поражает воображение. Если вы считаете, что величайшие архитектурные построения создавались только в далеком прошлом, то сильно заблуждаетесь. Эти сооружения достойны занять место в списке новейших чудес. Предлагаем вам насладиться эстетикой современной архитектуры и узнать больше об ее особенностях. Поехали! Флагманский магазин Louis Vuitton, Токио, Япония. Семиэтажное здание пришло на смену предыдущего магазина бренда, который занимал то же место с 1981 года. В 2021 году полностью обновленный флагман с волнистым фасадом по проекту архитектора Питера Марино и Джун Аоки начал принимать посетителей модного дома. Волнообразный изогнутый фасад цвета перламутра выглядит волшебно и современно. По задумке создателей, его вид должен напоминать водную гладь Токийского залива. Здание построено из двух изогнутых слоев стекла, покрытых дихроечной пленкой для создания перламутрового оттенка. В нижнем углу флагмана есть четкий проем с прозрачными стеклами, что позволяет прохожим краем глаза взглянуть на новые коллекции Louis Vuitton. Фасад магазина одновременно монолитен и охвачен плавностью. Это его образ водного столба, однажды сказал Louis Vuitton. Парк Литл Айленд, Нью-Йорк, США. Нью-Йорк не перестает удивлять Америку и весь мир. В западной части Манхэттена в 2021 году открылся новый и необычный урбанистический парк под названием Литл Айленд – Маленький остров. Это уникальное по дизайну и архитектуре место имеет площадь почти 10 тысяч квадратных метров и открыто для всех желающих. Мини-остров расположен на 132 тюльпанообразных бетонных колоннах разной высоты, установленных возле берега реки Гудзон. Разноуровневость создает эффект холмистой местности и издалека выглядит как плавающий в воде лист. На самом острове много зеленой растительности, обустроены газоны, пешеходные дорожки, смотровые площадки, амфитеатр и фудкорт с баром. Здесь проводят концерты и различные мероприятия, занимаются йогой, загорают, гуляют и просто наслаждаются видом на гавань. Спиральная башня с видом на Северное море, Дания. В национальном парке прибрежного мелководья Северного моря появилась конструкция по форме, напоминающая структуру двойной спирали, аналогичную структуре человеческой ДНК. Сделанная из картеновской стали башня почти полностью состоит из ступеней, а в ядре здания встроен лифт. Внизу окружность сооружения составляет 7 метров и постепенно увеличивается кверху до 12. Это одновременно скульптура и смотровая башня, которая имеет только один путь вверх и один назад. 25-метровое строение находится в кемпинге Марск. Башня окружена болотом, которое внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была создана для привлечения туристов в это нетипичное место. Со смотровой башни открываются фантастические северные пейзажи, а рядом с нею находится кемпинг, кафе и ресторан. Поверьте, проехать мимо этой конструкции точно не получится. Музей астрономии, Шанхай, Китай. Крупнейший в мире астрономический музей расположен в большой парковой зоне Шанхая. По форме конструкция представляет собой модель Вселенной, вид сверху, который напоминает орбиты небесных тел. Благодаря наземным опорам грандиозный объект как будто парит над Землей. У здания нет ни одной прямой линии, ни одного прямого угла, только полукруглые пространства, купола, сферы и дугообразные полосы. Площадь музея 39 тысяч квадратных метров. Внутри него находятся планетарий, обсерватория, самый большой в Китае солнечный телескоп, выставочные залы, образовательные и исследовательские центры, сферический кинотеатр. Здание оставляет захватывающее впечатление и позволяет посетителям непосредственно взаимодействовать с реальными астрономическими явлениями. Создатели музея хотели передать интуитивное ощущение неба и магии Вселенной. И им это удалось.
Башня Бурдж-Халифа, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Самый высокий небоскреб в мире был открыт в 2010 году. Здание построено в форме сталагмита. Высота Бурдж-Халифа 828 метров, а количество этажей 163. На этапе планирования проектная высота башни держалась в тайне, чтобы никакое другое сооружение не смогло превзойти ее размеры. Здание специально построили асимметричной формы, чтобы оно могло противостоять ветру. Небоскреб застеклен двухслойными стеклянными панелями, которые отталкивают солнечные лучи и не пропускают пыль. Бурдж-Халифа — универсальный комплекс, внутри которого есть жилые помещения, торговые площади, офисы, отель Giorgio Armani и шикарный ресторан на 122 этаже. В здании царит особый климат с собственным ароматом, который создается с помощью специальных мембран. На 148 этаже на высоте 555 метров обустроена самая высокая смотровая площадка башни. Еще две площадки с панорамным видом на мегаполис находятся на 124 и 125 этажах. Волшебного шарма добавляют танцующий фонтан и искусственный водоем у подножья небоскреба. Национальный стадион. Пекин, Китай. Знаменитый пекинский стадион, который известен под названием «Птичье гнездо», был специально построен для проведения летних Олимпийских игр 2008 года. Стадион имеет овальную форму, чем напоминает птичье гнездо, сооруженное из стали и бетона. Высота конструкции достигает почти 70 метров. Птичье гнездо занимает территорию площадью 258 тысяч квадратных метров и способно вместить порядка 80 тысяч зрителей. Национальный стадион был признан самым масштабным сооружением, созданным из стали и самой сложной инженерной конструкции спортивных объектов. Для создания каркаса, поддерживающих анкеров, плит перекрытия, арен, колонн и стальных нитей, обвивающих фасад, было использовано 40 тысяч тонн стали нового поколения. В верхней части металлического каркаса натянута прозрачная водонепроницаемая пленка, которая пропускает солнечные лучи и не утяжеляет конструкцию. Сегодня на территории птичьего гнезда проводятся спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Офисный центр «Банкнота», Каунас, Литва. Оригинальное 20-этажное здание открылось в 2008 году в одном из отдаленных районов города. Это сооружение привлекает внимание своей необычной отделкой фасада. Он состоит из 4000 стеклянных панелей, покрытых эмалевой краской. Все они словно пазл складываются в огромное полотно, на котором изображена банкнота 1926 года номиналом 1000 лит. Огромная купюра на фасаде напоминает современным предпринимателям о давних традициях страны и ее борьбе за независимость. Кроме того, эта современная конструкция имеет особую миссию. Она построена в честь вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Выглядит бизнес-центр не только эффектно, но и элегантно. В вечернее время фасад здания украшает художественная иллюминация. Этот офисный центр считается самым престижным в Каунасе. Здесь расположены два крупнейших банка Литвы и офисы многих влиятельных компаний. Небоскреб Мэри Экс, Лондон, Великобритания. Интересное архитектурное сооружение, которое считается самой важной лондонской достопримечательностью 21 века. Конструкция выполнена в виде сетчатой оболочки с опорным основанием. Из-за необычной формы местные жители называют небоскреб корнишон или огурец. Действительно, зеленоватые стекла и форма здания напоминает огурец, а на фоне старинных домов это сооружение выглядит как инопланетный корабль. Уникальное 40-этажное здание открылось в 2004 году. Обтекаемая форма, сбалансированная система вентиляции, прозрачный купол вместо крыши и экологические характеристики отличают этот небоскреб от тысячи других сооружений. Внутри Мэри Экс расположены офисы различных компаний, конференц-залы, бизнес-центры, а на последних 3 этажах изысканные рестораны. Все желающие могут прогуляться по первым этажам или подняться наверх на смотровую площадку, чтобы полюбоваться прекрасными видами Лондона. Пьено-хаус, провинция Аньхой, Китай. Удивительное строение в виде рояля, к которому пристроена виолончель.
яркая достопримечательность, к которой любят приезжать туристы. Необычное здание стоит в городе Хуайнань, в парке рядом с озером. Дом пианино поражает своей нестандартностью. Музыкальные инструменты воспроизведены в масштабе 50:1. Пианино представляет собой выставочный зал, а в виолончели находится лестница и эскалатор, единственный путь, по которому можно войти внутрь. В выставочном зале можно посмотреть различные карты, планы по модернизации города и виртуальные трехмерные модели, показывающие будущее развивающихся районов. Конструкция стоит на 3 бетонных опорах, как рояль на ножках. Виолончель сделана полностью из прозрачного стекла, а пианино — из тонированного. Впечатляюще выглядит летняя терраса, где можно прогуляться под крышкой рояля. Ночью на фасаде здания загораются светодиоды, подчеркивающие контуры 2 музыкальных инструментов. Вертикальный лес. Милан, Италия. Уникальный жилой комплекс из 2 башен высотой 110 и 76 метров. Высотки были возведены в 2014 году в миланском районе Порто-Нуово. Особенность небоскребов заключается в том, что в них гармонично сочетаются железобетонные конструкции и целая лесная экосистема. На внешних стенах сооружения размещены зеленые насаждения, около 900 деревьев, 5000 кустарников и 11 тысяч травяных дорожек. Все растения находятся под присмотром специально обученных людей. Дома оснащены оросительной системой, потребляемая жильцами вода очищается, фильтруется, а затем используется для полива. Деревья создают в здании уникальный микроклимат, защищают помещения от пыли и палящего солнца, контролируют уровень влажности и производят кислород. В комплексе обустроены жилые апартаменты, офисные помещения и подземный паркинг. Каждая квартира располагает собственным садом. На крыше башен размещены солнечные панели, которые обеспечивают жильцов энергией. Вертикальный лес стал домом для многих представителей животного мира. Более 1600 видов птиц и бабочек могут комфортно существовать в сердце мегаполиса в гармонии с людьми. Это была десятка самых удивительных архитектурных сооружений современности из разных уголков мира. С каждым годом технологии стремительно модернизируются, архитекторы воплощают в жизнь новые идеи, а мы получаем все больше возможностей своими глазами увидеть чудо, построенное человеческими руками. Делитесь в комментариях, какая архитектурная конструкция вам больше всего пришлась по душе, в каком из вышеперечисленных мест вы хотели бы побывать. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!